Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в организации и участии в преступном собрании 50-летнему уроженцу Грузии Гочи Джинчирадзе, известному в статусе так называемого вора в законе по прозвищу Курша, мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение 12 апреля 2023 года постановил следственный судья Олег Белоцерковец. В тексте соответствующего вердикта указано: после фактического задержания объявленного в розыск, в том числе и международного, достойника, местонахождение которого неизвестно отечественным правоохранителям, его должны доставить в Отечественный дворец Фемиды, где суд должен решить вопрос о применении меры пресечения. В конце марта текущего года силовики выписали Курше подозрения по результатам проведения так называемой воровской сходки, происходившей 19 марта 2021 года в днепровском ресторане «Гурия». Согласно версии следствия, именно в этом заведении физически находились воры в законе Лаша Сван и Умка, когда в промежутке времени с 15:17 по 17:34 с целью курсирования деятельности криминальных элементов выходили на связь с Джинчирадзе. Тогда достойники принялись обсудить конфликт, который произошел в ресторане «Дрова» в городе Кременчуг Полтавской области между окружениями авторитетных Валерия Маслова и Джейхуна Ахвердиева по прозвищу Джигун. Как считается, спор кременчугских достойников возник из-за избиения в начале марта 2021 года человека из окружения Джигуна неподалеку от местного ресторана «Дрова». После этого вор в законе Курша вписался в историю со стороны Ахвердиева и объявил Маслова гадом, на что последний ответил, обратившись за помощью полтавского положения Евгения Волошина по прозвищу Джексон за курсированием в Умку и Лашу Ачимчирского. Известно, что после разговора Джичвлиани, Олейника и Джинчирадзе, которую отечественные правоохранители квалифицировали как воровскую сходку, конфликтный эпизод в целом был исчерпан. После разбора полетов с участием Курши, Умки, Лаши Ачимчирского, а также ряда криминальных авторитетов Полтавщины, отнесение Маслова к статусу лица, считающегося оскорбительным в преступной иерархии, было признано преждевременным. В то же время, весной текущего года правоохранители анонсировали подготовку сообщения о подозрении по результатам соответствующего собрания Валерию Маслову. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.